Представьте себе место, где воздух настолько спертый и густой, что он будто оседает на губах тяжелым слоем, оставляя привкус горечи, каменной крошки и древней пыли. В этом душном, неподвижном пространстве группа египетских рабочих под руководством британского археолога Ричарда Хэмптона и его спонсора, эксцентричного, нетерпеливого и уверенного в себе американского промышленника Уолтера Грейсона, медленно и без особого энтузиазма разбирает завал у подножия гробницы Рамсеса VI. Они не ищут золота. Грейсон давно уверен, что долина царей выжата до последней тайны и уже не способна удивить. Работы ведутся почти формально, просто чтобы убрать мусор, накопившийся за десятилетия. Именно поэтому момент, когда кирка одного из рабочих внезапно уходит в пустоту, становится пугающим и неожиданным. Под слоем камней и щебня обнаруживается невеличественный вход с пандусом и колоннами, а грубо замаскированная дыра в земле, узкий проем, украшенный охранными заклинаниями и сценами из книги мертвых. Это вход, который явно пытались скрыть не ради защиты сокровищ от воров, а ради того, чтобы защитить мир живых от того, что скрыто внутри. Когда первый неуверенный луч керосиновой лампы разрезает тьму, державшуюся здесь тысячелетиями, исследователи видят не упорядоченный покой загробного мира, а хаос разрушения. Это место не выглядит как гробница фараона. Оно больше похоже на место преступления, на тайник, куда в спешке и ночью сбросили опасные улики. Прежде чем двигаться дальше, Хэмптон просит остановиться и зафиксировать находку. В центре камеры, прямо на полу, среди обломков известняка и строительного мусора, лежит деревянный саркофаг, покрытый золотыми листами и полудрагоценными камнями. Он не установлен в нише и не ориентирован по канону. Он просто брошен. Одна его сторона полностью сгнила от влаги, которая тысячелетиями просачивалась сквозь трещины в скале. Но самое страшное открытие ждет их, когда они подходят ближе и осторожно смахивают слой пыли с крышки. Перед ними золотая погребальная маска. Лицо на ней отсутствует. Оно не повреждено временем и не разбито обвалом. Оно вырвано. Грубо, целенаправленно, с почти хирургической ненавистью, острым инструментом. Золотой картуш, священная овальная рамка, где должно быть написано имя владельца для богов, вырезан вместе с основанием. Кто-то сделал все возможное, чтобы душа этого человека никогда не нашла путь в загробный мир. В египетской теологии это самая страшная казнь. Уничтожить имя означает уничтожить саму сущность, лишить умершего возможности предстать перед судом Осириса, растворить его в первозданном хаосе. В тот момент Уолтер Грейсон еще не понимает, что стоит над могилой самого ненавидимого и проклинаемого человека в истории Египта. Фараона, чье имя находилось под негласным запретом более 3000 лет. Эхнатона. Чтобы осознать масштаб этой находки, необходимо отбросить романтику приключенческих фильмов. В реальной археологии контекст важнее золота, а контекст гробницы, получивший в реестре сухой и безликий номер КВ-55, был чудовищным и противоречащим всем канонам. Все внутри нее кричало о неправильности и святотатстве. Артефакты представляли собой безумный противоречивый пазл. Саркофаг по форме, пропорциям и стилю был явно женским, предназначенным для царицы или принцессы. Однако к нему наспех приделали церемониальную бороду, символ власти фараона. Надписи на стенах были сбиты. В нишах стояли 4 канопы для хранения внутренних органов, украшенные женскими головами, но их имена были тщательно стерты. Внутри саркофага лежала мумия в ужасном состоянии. Из-за плохой бальзамировки и времени она превратилась в разрозненный набор костей.
Череп отделился от туловища. Ребра рассыпались. Но главной загадкой стали магические защитные кирпичи, найденные в углах камеры. На них едва различались иероглифы с именем Эхнатона. Это был прямой пример древнеегипетской практики проклятия памяти. Египтяне верили, что человек жив, пока произносит его имя. Произнести имя умершего означало заставить его жить снова. Уничтожить имя означало убить душу окончательно. Тот, кто осквернил это захоронение, совершил акт не просто вандализма, а осознанного метафизического убийства. Ученые оказались в тупике. Кто лежал в этом оскверненном женском гробу с царскими символами? Сначала предполагали, что это царица Тия, великая мать Эхнатона. Затем рассматривали версию загадочного и эфемерного преемника Сменхкара. Однако анатомический анализ костей показал, что это мужчина. Строение таза, черепа и других костей недвусмысленно указывало на мужской пол, но тело имело странные и пугающие особенности. Череп был неестественно вытянут назад, напоминая яйцо или дыню. Это вызвало шок в научном мире. Именно так, с гротескно вытянутой головой, странным телосложением, женоподобными бедрами и отвисшим животом изображали Эхнатона на амарнских рельефах. Возник вопрос, неужели древние художники не стилизовали изображения, а фиксировали суровую медицинскую реальность? Чтобы понять, почему с этим телом обошлись с такой жестокостью, нужно отмотать время назад на 3300 лет. Египет XVIII династии находится на пике могущества. Золото из Нубии течет рекой. Вассалы в Сирии и Палестине платят дань. Храмы Амона в Фивах владеют землями, сравнимыми с территориями современных государств, и имеют собственные армии. Жрецы Амона становятся теневым правительством. И именно в этот момент на трон восходит молодой, странный и амбициозный Аменхотеп IV. Он делает немыслимое. Он объявляет войну самим небесам. На 5-м году правления он меняет имя на Эхнатон, полезный для Атона. Он запрещает культ Амона, закрывает великие храмы, разгоняет жрецов, лишает их имущества и перенаправляет финансовые потоки в свою казну. Он объявляет, что весь прежний пантеон богов является ложью. Есть только один бог, видимый солнечный диск Атон, и единственный посредник между ним и людьми — он сам. Это первый в истории человечества зафиксированный пример радикального государственного монотеизма. Для Египта это шок, сравнимый с падением неба на землю. Эхнатон приказывает построить новую столицу Ахетатон в пустыне. Город возводят с невероятной скоростью, используя стандартные каменные блоки, превращая строительство в конвейер. Люди умирают тысячами. Кладбища строителей показывают следы истощения, переломов, детского труда. Пока фараон пишет гимны солнцу, удивительно похожие на библейские псалмы, империя рушится. Вассалы присылают отчаянные письма с мольбами о помощи. Хетты захватывают города. Фараон не отвечает. Экономика разрушается. Начинается голод. После смерти Эхнатона его тело тайно вывозят из покинутой столицы и прячут в долине царей, используя чужой саркофаг и неприметную гробницу. Но позже, когда к власти приходят сторонники реставрации старого культа, начинается систематическое уничтожение памяти. В гробницу проникают агенты новой власти. Они не грабят ее, они мстят, они вырывают лицо с маски, они вырезают имя, они бросают тело в хаосе и заваливают вход. Эхнатон должен исчезнуть навсегда, но спустя тысячелетия наука возвращает его имя.
Анализы ДНК показывают, что мумия из КВ-55 — биологический отец Тутанхамона и сын Аменхотепа III Ити. Генетика раскрывает картину близкородственных браков, болезней и вырождения. Новые методы анализа костей подтверждают возраст около 40 лет. История сходится. И сегодня эти хрупкие кости лежат под стеклом музейной витрины, напоминая о человеке, который первым осмелился бросить вызов тысячелетней традиции и заплатил за это полным уничтожением своей памяти, но именно эта попытка сделала его бессмертным. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.